Поговорим о сообществе. Те, вокруг кого оно создается, заботятся о числе просмотров и подписчиков. Отношение к своим подписчикам как к личностям крайне важно на YouTube. Почему? Во-первых, YouTube как платформа создана для общения. Лайки, комментарии, обмен видеозаписями — разве это не настоящие признаки общения? При создании сообщества так много авторов пренебрегают возможностью выполнять эти простые действия. Другая причина необходимости заботиться о своем сообществе — то, что оно может стать вашей социальной силой для завоевания аудитории. Если зрители вам симпатизируют или даже любят, они не будут жалеть усилий, чтобы убедить своих друзей интересоваться вашим каналом. Далее — лояльная аудитория, индикатор качества или ваша фокус-группа. Если у вас есть постоянные зрители, которые по-настоящему увлечены вашим каналом, они станут для вас источником крайне ценных отзывов о ваших материалах, о том, что им нравится, а, возможно, не нравится. И последнее. В ваших интересах влиять на формирование сообщества, так как оно возникает вне зависимости от вашего участия. Поэтому вам действительно необходимо направлять ход обсуждения. А теперь давайте выясним, чем является сообщество YouTube и как к нему успешно присоединиться. Наши принципы сообщества основаны на книге Патрика Хемлона о раскрутке брендов. Как я упоминала, сообщества возникнут в любом случае. Это зависит от человеческой природы. В книге о раскрутке брендов автор объясняет, что причина кроется в желании, присущем каждому, быть частью группы людей со схожими взглядами, которых объединяют общие задачи и цели. Крупные маркетологи давно извлекают выгоду из этой человеческой потребности, усвоив несколько простых принципов для подготовки приверженцев брендов. Важно, что эти принципы сегодня применяются на всех ведущих каналах YouTube. Я расскажу о 5 стратегиях, с помощью которых эти каналы формируют популярные бренды и сообщества: история создания, кредо, лидерство, ритуалы и язык. История создания. История создания очень важна. Это рассказ о вас, о жизненном опыте, который сформировал вашу личность и привел вас на YouTube. Что означает для вас создание канала YouTube? Расскажите, с чего вы начинали. Услышав вашу историю, ваши поклонники больше узнают о вас и, возможно, ощутят свою симпатию к вам. Если это произойдет, очень вероятно, что зрители вернутся на ваш канал и поддержат вас. Рассмотрим примеры историй создания и увидим, как начинали эти авторы. Знаете, кто эти парни? Может, вы также знаете их историю создания? И известно, что эти двое имеют одно из самых преданных в мире сообществ поклонников. А этот автор YouTube? Знаете ли вы его? Да, Шей Карл, один из самых известных видеоблогеров YouTube. Он начинал с видеоблога о своей жизни и семье, а затем позволил поклонникам стать частью своей личной борьбы. Он поделился с ними своим желанием сбросить вес ради своих детей. Моментально многие его зрители прониклись сочувствием к его истории и подписались на его следующий проект — канал для похудения. В настоящее время его аудитория — одна из самых преданных и постоянных на YouTube. Подумайте о том, как история создания может улучшить ваш канал и помочь сближению со зрителями. А с чего начинали вы? Какова ваша история создания? Подумайте и поделитесь ниже своими комментариями. Мы уже говорили о том, как важно быть сильной личностью, иметь устойчивые личные интересы и рассказать историю своим зрителям. Чтобы создать стабильное сообщество, подумайте еще раз о том, чего желают и что чувствуют ваши зрители. Один из самых важных аспектов формирования успешного и стабильного сообщества заключается в наличии у ваших зрителей схожих убеждений, того, что можно назвать вашим кредо. Сделайте так, чтобы ваши зрители на YouTube получили нечто более значительное, чем просто просмотр видео по ссылке. Если вы чем-то увлечены, постарайтесь отнестись к этому с максимальной отдачей. Неважно, что объединяет ваше сообщество — любовь к буррито или вера в то, что танец — это жизнь. В это верит D-Studio. Давайте посмотрим фрагмент самого первого ролика D-Studio, выложенного на YouTube. Разве не вдохновляет? В этом видео буквально изложено кредо канала. Зрители понимают,
что создан магический мир танца, сообщество для общения танцоров всех стилей. Разберем, как именно говорится об этом в видеоролике. Вначале было сказано о том, что в мире, где танец — это форма выражения, не имеет значения ни место жительства, ни стиль танца. А затем сообщается, что авторы видео тоже разделяют эту идею. Буквально говорится, что современные технологии позволяют танцорам объединяться, что создан канал YouTube. Так выражено кредо сообщества D-Studio. Я не танцор, но и меня это вдохновило. Если вы по-настоящему чем-то увлечены и можете передать это зрителям, ваше вдохновение перерастает в настоящее лидерство. Лидером может стать ведущий, лицо или группа с твердыми убеждениями или неформальный руководитель. Таких примеров на YouTube множество. Я убеждена, что из тех, кто подписывается на понравившиеся каналы, большинство подписывается на понравившихся им людей. Задумайтесь о том, как продемонстрировать лидерство на своем канале. Возьмем научный канал Vsauce, ведущий которого Майкл Стивенс является явным лидером. При создании на основе каналов Vsauce 2 и 3 за основу взят тот же тип лидерства, поэтому каждый новый ведущий имеет схожий тембр голоса, схожие манеры и согласованную форму представления, и зрители это хорошо чувствуют. Обладая схожим мнением, Кевин, Джейк и Майкл вместе создали бренд Vsauce. Хотите знать, что еще формирует сообщество? Это ритуалы. Какие-то повторяющиеся элементы, которые можно вставлять в каждый видеоролик. Что-то, что вашим поклонникам захочется увидеть снова и снова. Возьмем пример Дженны Марблс. Дженна выкладывает видеоролик по средам, каждый раз обсуждая новую тему, обычно весьма пафосно, но в самом конце выполняет один и тот же ритуал. Вне зависимости от темы разговора, она неизменно возвращается в спальню, чтобы поболтать с двумя своими щенками, имитируя их голос. Это личный момент, и несмотря на то, что почти никогда он не имеет отношения к теме, зрители ждут его, поклонники обожают этот простой ритуал. Можете назвать другие ритуалы ваших любимых авторов YouTube. Наконец, рассмотрим язык, на котором вы общаетесь. Ведение диалога — одна из основных черт YouTube. Но многие из современных ведущих авторов YouTube этим не ограничиваются. Многие пошли еще дальше. Со временем вместе со зрителями они создали новый язык. В нем используются особые слова или жаргон, что делает сообщество своим. Рассмотрим некоторые слова на экране. Выглядят странно, но, может, вы узнаете их. Dawn, Muscles Glasses, Roma Bomb. А как вам Baby Tart? Эти слова выглядят странно, но многие из них имеют неожиданный смысл. Если вам знакомо хотя бы одно из них, возможно, вы член какого-то особого сообщества. Так знаете ли вы эти слова? Смелее делитесь своими комментариями. Подытожим. Первое. Ваша история создания. Установите личную связь со своими поклонниками. Второе. Ваша кредо. Выясните взгляды поклонников. Что привлекает их на ваш канал? Третье. Используйте свой энтузиазм, чтобы быть лидером на своем канале. Кто у штурвала? Четвертым ингредиентом рецепта успеха являются ритуалы, особые моменты, которых ждут ваши поклонники. И пятое. Создавайте свою атмосферу. Придумайте интересные словечки или особый язык, понятный только вашим поклонникам. Вот те элементы, с помощью которых вы создадите сообщество и завоюете аудиторию.